Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, так как узоров уже очень много. И чтобы вы могли сориентироваться, собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Так и смотрите плейлист шали, плейлист палантины, да, и так далее. Рельефные узорчики и тому подобное. Я надеюсь, видео вам понравится. Поставьте свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появится новое видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, девчата, ребята, мастера, мастерицы, огромнейший привет. Разные города, разные страны. Очень приятно. С переводчиком сижу, перевожу. Естественно, электронной версии делаю субтитры по вашей просьбе. Очень много стран, и это очень классно. Я к вам с новым узорчиком. С ниточками, которые, как я поняла, вам понравились, да, Alize Angora Gold Simli. И опять же, я в поисках интересного, оригинального, неизбитого узорчика. Это будет узорчик, он, конечно, универсальный, вы можете использовать его где угодно, но я хочу из этих ниточек показать узорчик для палантина. Итак, новички, кто не знает, что за ниточки, смотрите. Alize Angora Gold Simli. Что у них в составе? Так, 100 грамм 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, вот так блестит, металлическая нить есть. Крючок здесь нам производитель 2-4. Что это значит? Многие спрашивают. То есть вы можете брать хоть двоечку, хоть 2,5, троечку, 3,5, четверочку на ваше усмотрение. Как вы вяжете? Вяжете свободно, крючок берите поменьше. Вяжете непосредственно как бы очень туго, берите крючок побольше, да, посвободнее будет вязание у вас. Я беру крючок номер 3. Я им вяжу, мне удобно. И в принципе этого достаточно. Так. Приступаем. И кто давно на канале, знают, да, мастера, мастерицы, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Сегодня мы с вами сделаем образец чуть побольше, потому что ниточка потоньше. Сам раппорт узорчика будет 17 воздушных петелек. И поэтому мы с вами наберем 48 петелек. Так, я вам покажу. Смотрите, вначале хочу обратить внимание, новички, кто еще не работает с этой ниточкой. Видите, какая она? Она не сильно пушистая, есть пушистее немного нитки. Но вот она, видите, на 3 ниточки расходится. Вот. Когда будете вязать, да, она, конечно, скручена, классно, здорово, можете просто зацепляться за ту или иную ниточку, поэтому аккуратно. Если что вдруг неправильно провяжете, так, распустить можно, но это будет сложновато сделать, но можно. Просто что есть преимущество у данной ниточки, да, ну, как бы недостаточки. Итак, приступаем. Все как всегда. Петельку фиксации, схемку я обязательно поставлю здесь видео. Так, вы можете сфотографировать, заскриншотить. Обязательно продублирую ее в Инстаграме, в актуальном посмотрите. Я ее направлю в актуальные схемки к палантинчикам. Хорошо? Договорились? То есть узорчик универсальный, вы можете использовать его где угодно, да, но я вот в силу того, что это ниточка такая, да, и она чаще используется именно, ну, как бы рекомендует производитель для палантинов, да, палантинчики, шальки, то есть она действительно хорошо в них смотрится. Я направлю ее в актуальное, там, где у меня палантины. Угу. Так, все, зафиксировали петельку. Дальше набираем 48 воздушных петель. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Угу. Вот наш будущий образец. Далее настоятельно рекомендую вам сделать первый ряд, потому что много новичков, столбиками с накидом. Смотрим, как это сделать. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. И в пятую петельку делаем накид, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. По 2 петельки провязываем, 2 петельки, 2 петельки. Накид. В следующую петельку цепочки опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Следующую петельку по порядочку вот так вот ныряем, вытягиваем ниточки и провязываем по 2 петельки. То есть весь ряд у нас будет столбиками с накидом. Почему? Потому что там будет, видели, да, по схемке узорчик, моментик, так скажем, где вы будете провязывать
воздушные петельки и пропускать, естественно, наши воздушные петельки. Я считаю, что пропускать верхушки столбиков намного удобнее, нежели сидеть, высчитывать воздушные петельки. Можно ошибиться, да, и новичкам это будет сложнее. А здесь вы тихонечко, аккуратно, монотонно. Помните, что первый ряд набирается всегда сложно, неважно, какого уровня вы мастер, да, новичок, либо уже опытный мастер. Первый ряд всегда идет медленнее. Так что не тушуйтесь, не переживайте. Тихонечко набирайте первый ряд. Опытные мастерицы наберете или не наберете, сразу приступайте к узорчику. Угу. Итак, вот этот вот 3 петельки подъема тоже считается за столбик. То есть мы уже провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если вы набирали, как я, 48 воздушных петелек, должно получиться 48 столбиков. Понятно? Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Все получилось, все ровненько, аккуратненько. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь с вами мы должны будем провязать еще, получается, 12 столбиков с накидом. Но смотрите как. То есть мы провязываем. Так, вот этот мы считаем как первый столбик. Так. Дальше в следующий столбик мы провязываем второй столбик. В следующий третий столбик. В следующий четвертый столбик. В следующий пятый столбик. Шестой. Пока просто повторяйте, да? Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. А 11 и 12 мы провязываем в один столбик, верхушку одного столбика. То есть 11. И сюда же провязываем 12. Понятно? Просто повторите, дальше поймете принцип. Так? Далее делаем 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так? И получается, там, где у нас столбики, да, у кого-то здесь воздушные петельки, у нас столбики, пропускаем точно так же 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-й столбик с вами провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Угу. А теперь дальше по столбикам провязываем еще 6 столбиков с накидом по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А последний, получается, 2 столбика точно так же провязываем вместе. 1 столбик и сюда же 2 столбика. По итогу у нас получается, что 6 столбиков центральных, да, 7, 8 с краешку вот такие вот, 9, 10 с краешку вот такие вот. Понятно? То есть вот такие вот большие окошки. Опять 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем столбики. Ну, согласитесь, столбики пропускать легче, да, чем петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10 провязываем столбик с накидом 1. И сюда же столбик с накидом 2. И дальше провязываем до конца ряда, чтобы у нас получилось тоже не так же, как и в начале, 12 столбиков с накидом. Угу. Давайте самостоятельно, в конце ряда я вас встречаю. Так. Все аккуратненько получилось. Теперь мы с вами, видите, сформировали, получается, начало наших квадратиков. Здесь будет квадратик, здесь будет квадратик и здесь будет квадратик. Понятно? То есть здесь у нас будет квадратик из 12 столбиков, из 10 столбиков, из 12 столбиков. Понятно? Ну, как бы вы потом поймете, увидите. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем. И теперь мы с вами должны будем провязать все вот эти наши 12 столбиков первых. Обычно, как мы провязываем столбики. То есть мы формируем такой вот квадратик из столбиков. Вообще не сложно. Узорчик простой, да, по итогу получается очень интересный. Все, вот так вот верхушку каждого столбика провязываете по одному столбику. То есть здесь у вас по 2 столбика нигде не будет. Вот по одному столбику вяжете, вяжете. Сейчас с вами вместе провяжу. Так, и считаете 12. Так, и остался 11, 12.
Теперь будьте внимательны. Если мы в первой цепочке набирали 9 воздушных петелек, здесь мы с вами наберем всего лишь только 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И сразу же переключаемся вот к нашим следующим столбикам. Здесь у нас по центру, да, мы провязывали 10 столбиков, то есть точно так же мы провязываем здесь 10 столбиков. То есть вообще ничего сложного. Столбик в столбик. Новички отрабатывают навыки провязывания столбиков, да. Опытные мастерицы пули летят и провязывают очень быстро данный узорчик. Так. 7, 8, 9 и 10. Все четко. Сами себе считайте, перепроверяйте. Опять здесь у нас было 9 воздушных петелек, мы здесь будем делать 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И перепрыгнули в следующий, значит, следующий квадратик наш, который мы будем формировать. И здесь провязываем 12 столбиков. Все, несложно, да? Пока вот такая вот картина должна получиться. Ровненько, аккуратненько. Давайте до конца ряда самостоятельно. Там я вас встречаю. Так, надеюсь, у вас получилось. Угу. Что делаем дальше? Опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, поворот. А вот сейчас мы с вами должны будем провязать еще 5 всего лишь столбиков. Так, по итогу 6 вместе с первым. Итак, провязываем еще 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Так, вместе с 3 петельками подъема получается 6. Далее делаем 2 воздушные петельки. Так, и пропускаем 2 столбика снизу. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. Вот, и оставшиеся, получается, 3 столбика провязываем точно так же столбиками с накидом. То есть здесь просто у нас в квадратике в центре будет сформироваться такое вот окошечко. И последний столбик. То есть по итогу у нас здесь получается 6 столбиков, 2 воздушные петельки, 4 столбика. Дальше мы делаем точно так же, как в предыдущем ряду, 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И перепрыгиваем к нашим столбикам. Есть. Здесь мы, получается, будем провязывать 4 столбика, то есть первый, второй, третий, четвертый, столбики с накидом. Дальше 2 воздушные петли. Раз, два. Пропускаем 2 столбика снизу. И с третьего начинаем опять такие же столбики в количестве 4 штук. Раз, два, 3 и 4. Опять делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И перепрыгиваем опять к нашим столбикам. Точно так же, как мы провязывали, да? Провязываем здесь 4 столбика, 2 воздушные петельки, 6 столбиков. Понятно? То есть квадратик должен быть точно такой же, как в самом начале. В начале и в конце у нас побольше квадратики, да, в центре поменьше. Еще раз. 4 столбика, 2 воздушные петельки, 6 столбиков. Давайте встречаю в конце ряда. Так, красота. Окошечки на месте, столбики на месте. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Так, поворот. И теперь до окошечка вяжем с вами столбики. Итак, первый столбик. Дальше. Аккуратненько. Накид. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик и шестой столбик. Дальше у нас начинается окошко, да? И вот смотрите, вы должны здесь провязать точно так же 2 столбика. Первый способ. Ныряем в арочку, провязываем 2 столбика. Угу. И дальше идем по столбикам. Но, вот смотрите, как получается, да? Вот наша арочка. В принципе, неплохо, но если позволяет пряжа, позволяет крючок, позволяет зрение, да, то вы можете сделать как? Вы можете нырнуть непосредственно в саму воздушную петельку, вытянуть ниточку и провязать столбик. Раз, раз. Вторую петельку нырнули прям непосредственно в петельку, вытянули ниточку, провязали раз, раз. Так, сейчас провяжу следующий столбик и покажу. Вот так вот.
Вот, видите? Вроде как бы то же самое, но немножко не то же самое. Чуть-чуть аккуратнее, да? То есть если у вас есть возможность, да, если у вас получается, ныряйте. Если не получается, не портите зрение, да, то есть вяжите, как вам удобнее, ныряйте в арочку. Договорились? Все. И смотрите, дальше мы провязали следующий столбик. И заканчиваем наш квадратик 11 и 12. Есть. А теперь смотрите. Мы должны будем провязать всего лишь 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. И ныряем, опускаемся, вот так вот захватываем все наши цепочки. Так, и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И присоединяемся к следующему нашему квадратику обычным столбиком с накидом. Видите? Вот у нас получается вот такая вот интересная красота. Она не полная, потому что должна быть еще верхушка. Мы еще довяжем. Но уже видите, как получается, да? Итак, перешли мы к следующему квадратику. И получается, в следующем квадратике провязываем все 10 столбиков. Обычно, как мы провязываем наши столбики. Раз, два, три, 4. То же самое здесь, да? Я буду нырять, а вы как вам удобнее. 5. Я в петельку. 6, 7, 8, 9, 10. И точно так же делаем вот такую же, как назовем ее, бабочка, да? Итак, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. Ныряем, захватываем все наши вот эти 3 цепочки. Вот так вот. Захватили их все вместе и провязали столбик с накидом. Раз, раз. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И провязываем наш квадратик, который он состоит из 12 столбиков. Точно так же и провязываем. То есть первые 4 столбика провязали. Последующие 2 столбика либо нырнули в арочку, либо провязали непосредственно в петельках. Все, ничего сложного, видите? Вот такой вот интересный ряд получается. Вот я опять ныряю в петельку. Раз. И опять ныряю в петельку. 2. Все, до конца ряда провязываем оставшиеся наши столбики. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Вот такой вот интересный ряд. Смотрим. Пока не полная красота, но уже захватывает, да? Так, смотрите, следующий ряд вообще будет несложный. Смотрите, но с изюминкой точно так же. Раз, два, 3 столбика. Ой, 3 петельки подъема. Дальше провязываем наши столбики, обычно как мы провязываем столбики. Раз, два, 3, 4. Дальше у нас идет 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смотрите внимательно. Следующий 11 и 12 мы провяжем вместе. Сейчас, смотрите, покажу. Итак, в первый столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Во второй столбик нырнули, провязали, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь все вместе провязываем. Видите, как мы в самом начале, получается, нашего этого квадратика. Наоборот, из одной вершины делали 2 столбика, а тут получается наоборот, 2 столбика с одной вершиной. Понятно? То есть ничего сложного. А вот теперь мы должны с вами сделать 8 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И перепрыгиваем в следующий наш квадратик, но опять же с условием, что мы первые и последние столбики будем провязывать вместе. Итак, первый, второй провязали вместе. Так, дальше провязываем. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И последний получается 2 столбика опять вместе. Раз
2 и вместе. Оп, поняли, да? То есть, получается, у нас начало было нашего квадратика, так вот, из одной, получается, вершины выходили 2 столбика, а здесь, наоборот, 2 столбика с одной вершиной. Точно так же 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И переключаемся к следующему квадратику. Помним, да, что мы здесь провязываем 2 первых столбика вместе. 1, первый столбик, 2, второй столбик и вместе. Оп, все. И до конца ряда обычными столбиками с накидом. Договорились? Вот. Вот такие вот наши квадратики по итогу получаются. Давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, я надеюсь, у вас все получилось. Так, что делаем дальше? Дальше мы будем с вами повторять все то же самое, так, только мы немножечко сдвинем наши квадратики. То есть на месте наших бабочек будут квадратики, а на месте квадратика будут бабочки. Понятно? Смотрите, показываю. Итак, 3 воздушные петельки подъема, поворот. И здесь мы с вами провяжем еще всего лишь только 3 столбика. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. По итогу, да, у нас в самом начале получается 4 столбика, это вместе с 3 петельками подъема. Дальше мы с вами делаем 9 воздушных петелек, как мы делали и здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пропускаем все наши столбики, вот эти вот, да, и переключаемся сразу же на цепочку. На цепочку переключаемся. Еще раз повторюсь, если у вас нет возможности, да, но не получается, то вы провязываете непосредственно вот так вот в арочку столбики. Дальше у нас будут столбики. Если у вас получается, да, ниточка, крючок, как бы у вас есть возможность посидеть так вот, поколупаться, то провязывайте непосредственно вот в петельку. Итак, в первую петельку провязываем 2 столбика. 1 столбик с накидом, естественно, и сюда 2 столбик. Так. И дальше по столбикам провязываем в каждую, по петелькам, вернее, в каждую петельку провязываем столбик. 1, дальше 2, дальше 3, дальше 4, дальше 5, дальше 6. И последняя петелька провязываем точно так же 2 столбика. То есть как мы начинали, так и заканчиваем. 1 и сюда же 2. Есть. Понятно? Вот. То есть у вас по низу вот такая вот как бы косичка идет. Интересная. Все. Дальше то же самое. Опять провязываете 9 воздушных петелек. Так. И точно так же провязывайте 10 столбиков. 2 столбика вместе. Потом получается 6 столбиков, 2 столбика вместе. Опять 9 воздушных петелек и заканчивайте 4 столбиками. Я могу вас спокойно оставить, потому что вы справитесь. Давайте, в конце ряда вас встречу. Так, смотрите, все, начало положено, да? Дальше вы провязываете точно так же, как провязывали здесь. То есть у вас здесь будет по 4 столбика, так? Здесь получается у вас, и здесь, соответственно, по 4 столбика. Здесь вы будете набирать 2 раза, вот эти вот 2, получается, цепочки по 7 воздушных петелек. Не забудьте про центральное окошко. Я думаю, вы поймете, да, вспомните. И точно так же потом свяжете непосредственно вот эти вот бабочки. Да? Давайте увеличим несколько рядочков наш образец и посмотрим в итоге, что получается. Договорились? Дальше просто идет просто повторение. Мы немножко сместили. Дальше вы обязательно справитесь. Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Провязала несколько рядочков. То есть получается, вот если у нас вертикальный раппорт, да, квадратик. Вот я еще, получается, 2 квадратика. И здесь я закончила просто, ну, просто быстренько, как бы показать, что можно заканчивать точно так же, как и начинаем, столбиками, да. Вот такой вот наш образец. И смотрите внимательно. Вот здесь я провязывала в арочку. Вот просто в арочку. Кажется, но немножечко неаккуратно, да? Смотрите. А вот здесь петелька в петельку. Видите, как ровненько? Вот я к чему говорила, что все-таки разница есть. Угу. Итак, вот такая красота. Красота получается у нас двусторонняя. Я, конечно, все еще какой-то интересный узорчик для палантина. Вот посмотрите, вот такой вот неординарный может быть палантинчик. То есть не веерочки, там ананасики, да, вот такие вот квадратики. Тоже интересно, забавно. Все, вы, получается, можете его увеличивать
насколько хотите, да, то есть в ширину, в длину. Как непосредственно узнать, сколько необходимо вам будет пряжи, вы уже как бы в некоторых видео я объясняла, рассказывала. Свяжите образец своей рукой, своей пряжей, своим крючком. Посчитайте, какая у вас площадь, то есть сколько у вас непосредственно выходит ваш там прямоугольничек, квадратик. Вы считаете, сколько у вас это ушло метров на этот образец. Естественно, посчитайте, какая у вас приблизительно будет площадь. То есть, ну, пусть у вас будет там 60 сантиметров там на 1,80 м, да. То есть, естественно, вы это все просто пропорционально посчитайте. Давайте посмотрим, сколько у меня получается, если набирали 48 петелек. Этот же крючок, эта же пряжа и моя плотность вязания. Сколько это будет? 23 сантиметра. Ну, с хвостиком, да, 23 сантиметра. Вот сколько шеридочков получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. О, какой образец. Так, и это получается, ну, практически 17, да? То есть вот так вот давайте сделаем. Пусть будет 17. Вот. Ну, в общем, суть вы поняли, да? То есть вот такой вот образец получается. Естественно, за счет воздушных петелек любой образец будет, естественно, тянуться в разные стороны. Влажная тепловая обработка. Точно так же сделать немножечко размер, так скажем, чуть побольше, да? Вот такая вот красота. Я жду от вас комментариев, куда можно использовать данный узорчик, кроме палантина. Я понимаю, что у меня в голове пока только один палантин, поэтому я все вижу в палантинах. Вот. Вязали ли вы этот узорчик другими ниточками, другой пряжей, что у вас получилось и так далее. Я надеюсь, видео вам понравилось. Оставляйте свои лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на канале. И еще, под видео стрелочка, да, поделиться. Нажимайте на стрелочку, делитесь со своими друзьями, подружками в соцсетях. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока-пока.